Сейчас мы приступим к вязанию ручки. Вот у ручки будет ввязываться только большой пальчик. Модель простая. И потом будем вышивать коготочки. Вяжем большой пальчик. Первый ряд делаем кольцо амигуруми и провязываем в него 6 столбиков без накида. Провязали 6 столбиков, стягиваем колечко и ставим маркер. Второй ряд большого пальчика вяжем 1 столбик и прибавку 3 раза. По кругу должно получиться 9 столбиков без накида. Столбик. В следующую петлю провязываем прибавку. Провязываем до конца ряда самостоятельно. Третий, четвертый, пятый ряд вяжем по 9 столбиков в каждом. 3 ряда провязываем самостоятельно в одну петлю 1 столбик, затем нить закрепляем и отрезаем. Большой пальчик связан, убираем его пока в сторону. Первый ряд ручки набираем цепочку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во вторую петлю от крючка вяжем прибавку. Затем провязываем 3 столбика без накида. В последнюю петлю провязываем 3 столбика без накида. Затем вяжем до конца ряда 4 столбика без накида. Ставим маркер на начало ряда. Второй ряд вяжем 2 прибавки, 3 столбика, 3 прибавки, 3 столбика и прибавку. 2 прибавки сначала. Первая. Вторая. Три столбика. Один, два, три. 3 прибавки. 1, 2, 3. Вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. И в последнюю петлю провязываем прибавку. Третий, четвертый, пятый, шестой ряд вяжем по 18 столбиков. 4 ряда провязываем самостоятельно в одну петлю 1 столбик. Седьмой ряд вяжем 14 столбиков без накида. Провязываем самостоятельно. Провязали 14 столбиков. Теперь берем пальчик и присоединяем его.
Так, за внутреннюю часть будем провязывать. Так, подхватываем 2 стенки пальчика. Затем крючок вводим в петлю у ручки. И провязываем столбик. Так, вяжем 4 столбика. Что у нас сейчас получилось? 8 ряд, вяжем 14 столбиков снова самостоятельно. Провязали 14 столбиков. Теперь крючок вводим в петлю предыдущего ряда и в петлю пальчика. Это у нас будет первый столбик по пальчику. Еще нужно провязать 4. Почему я ввожу крючок в петлю предыдущего ряда? Чтобы здесь не было зазора и чтобы не выглядывал холофайбер. Все уже поняли, наверное. Провязываем по пальчику еще 4 столбика самостоятельно. 9 и 10 ряд вяжем по 19 столбиков в каждом. 2 ряда провязываем самостоятельно в каждую петлю по одному столбику. 11 ряд вяжем убавку и 17 столбиков провязываем убавку. 17 столбиков без накида вяжем самостоятельно. Провязали ряд. Теперь, пока это возможно, основание ручки широкое, наполняем ее холофайбером, особенно большой пальчик и ладошку. 12 ряд вяжем 7 столбиков и убавку 2 раза. По кругу должно получиться 16 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Затем убавка. Вяжем до конца ряда самостоятельно. 13 ряд вяжем 6 столбиков и убавку 2 раза. Должно получиться 14 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем убавка. Продолжаем самостоятельно. С 14 по 25 ряд вяжем по 14 столбиков в каждом. 12 рядов провязываем самостоятельно. Довязали ручку до конца. Теперь вяжем столбики смещения. У вас может быть другое количество. У меня это 4 столбика. И в описании я их тоже укажу, как 4 столбика. Так, теперь наполняем ручку холофайбером. Верхнюю часть не слишком плотно, чтобы потом было удобно ввязывать. И прошиваем 7 столбиков без накида за 2 части ручки. Я наполнила ручку холофайбером. Убираем маркер. Я убрала маркер. Теперь подхватываем петли одной стороны и другой и провязываем столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Ниточку закрепляем и отрезаем. Вот что у меня получилось. Теперь берем белую пряжу и вышиваем коготки. Когти вышиваем следующим образом. Заводим иглу с изнаночной стороны ладошки. Выводим на лице. Оставляем небольшой кончик, чтобы потом можно было спрятать в ручке снова. Делаем стежок. Немножко стягиваем. Еще один стежок. Дальше выводим уже иглу в другом месте. Снова делаем несколько стежков. И еще с краю один сделаем. Затем выводим иглу в том месте, где она входила. Завязываем на узелок и прячем нити в ручке. Выполняем самостоятельно. Ручки готовы. Убираем их в сторону. Теперь мы будем вязать с вами ножку. Она у меня в виде башмачка. Это уже не пальчики, как в предыдущем мастер-классе, а сапожок. Давайте его свяжем вместе. Первый ряд набираем цепочку из 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Во вторую петлю от крючка вяжем прибавку. Затем провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. В последнюю петлю провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Теперь вяжем по обратной стороне цепочки, ввязывая нить. 1, 5 столбиков провязываем. 2, 3, 4, 5. И у нас тут осталась одна петелечка. В нее провязываем прибавку. Ставим маркер на начало ряда. Второй ряд вяжем 2 прибавки. Первая прибавка, вторая прибавка. Затем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 3 прибавки. 1, 2, 3, 4,
Дальше 6 столбиков. Три, 4, 5, 6 и прибавка. Третий ряд вяжем 1 столбик и прибавку 2 раза. Затем провязываем 5 столбиков. Теперь 3 раза вяжем 1 столбик и прибавку. Дальше 6 столбиков. Прибавку и 1 столбик. Четвертый ряд вяжем 2 столбика и прибавку 2 раза. 2 столбика, прибавка. Раз, 2 столбика, прибавка 2, 4 столбика, прибавка 2 столбика, повторяем еще 2 раза, прибавка 2 столбика, прибавка 2 столбика, 6 столбиков, прибавка 3 столбика, пятый ряд вяжем 3 столбика и прибавку 2 раза. 1, 2, 3, прибавка. Еще раз. 1, 2, 3, прибавка. Дальше 4 столбика. Теперь вяжем прибавку. 3 столбика. Снова прибавку.
3 столбика, прибавку, 3 столбика, семь столбиков, прибавка, 3 столбика, шестой ряд, вяжем 4 столбика, 1, 2, 3, 4, затем прибавку, еще раз прибавку, 8 столбиков, две прибавки, 12 столбиков, прибавка, 7 столбиков, прибавка, 4 столбика, седьмой ряд, за заднюю стенку провязываем 47 столбиков без накида. Вяжем самостоятельно за заднюю стеночку петли. С 8 по 11 ряд включительно вяжем по 47 столбиков в каждом ряду. 4 ряда провязываем без изменений самостоятельно. 12 ряд, вяжем 14 столбиков, затем делаем 10 убавок и в конце провязываем 13 столбиков. Сейчас провязываем 10 убавок.
Так, провязываем 13 столбиков до конца ряда самостоятельно. 13 ряд вяжем 14 столбиков без накида самостоятельно. Я провязала 14 столбиков. Теперь вяжем 5 убавок. Одна убавка. Вторая убавка. Третья убавка. Четвертая. Пятая. И провязываем до конца ряда 13 столбиков самостоятельно. 14 ряд вяжем 14 столбиков самостоятельно. Так, я провязала 14 столбиков. Дальше вяжем 5 полустолбиков. Делаем накид. Один полустолбик, второй полустолбик, третий полустолбик, четвертый и пятый. Теперь провязываем до конца ряда самостоятельно 13 столбиков без накида. 15 ряд вяжем 11 столбиков, затем 5 убавок и в конце 11 столбиков. Провязываем первые 11 столбиков самостоятельно. Одиннадцать столбиков я провязала, делаем 5 убавок. Одна убавка, 2 убавки, 3 убавки, 4 убавки, 5 убавок провязали. Дальше вяжем 11 столбиков до конца ряда самостоятельно. 16 ряд вяжем 10 столбиков, 4 убавки и 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 убавки. 1, 2, 3, 4, 9 столбиков вяжем самостоятельно. С 17 по 31 ряд провязываем по 23 столбика в каждом ряду. 15 рядов вяжем самостоятельно без изменений. В каждую петлю 1 столбик. Я довязала 31 ряд до конца. Теперь вывязываем столбики смещения, чтобы наш крючок оказался на середине голенища. Выполняем самостоятельно. У меня получилось 9 столбиков. Дальше набираем цепочку из 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Берем вторую ножку и присоединяемся. Тоже в середину провязываем соединительный столбик.
Теперь вяжем по второй ножке 23 столбика, включая соединительную петлю. Получается, что первый столбик мы как бы сделали. Нам остается провязать 22 столбика. По кругу выполняем самостоятельно. Мы дошли до цепочки. Теперь по цепочке вяжем 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Продолжаем самостоятельно. Переходим на вторую ногу. Также провязываем 23 столбика без накида. 1. Выполняем самостоятельно. В каждую петлю вяжем по одному столбику до цепочки. Дошли до цепочки, снова по цепочке провязываем 10 столбиков без накида. Каждую петельку по одному столбику, затем ставим маркер. Это будет новым началом ряда. Выполняем самостоятельно. Соединение ножек друг с другом. Это был у нас 32 ряд. У нас по кругу с вами 66 столбиков без накида. 33 ряд вяжем 6 столбиков, прибавку 3 раза. Затем у нас идет 12 столбиков, потом прибавка и 6 столбиков, повторяем 3 раза. И заканчиваем 12 столбиками без накида. Должно будет получиться 72 столбика. Провязываем 6 столбиков сначала. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Прибавка. 2 раза эту комбинацию провязываем самостоятельно. Так, я провязала 6 столбиков и прибавку 3 раза. Теперь вяжем 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Вяжем прибавку, затем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Повторяем эту комбинацию еще 2 раза самостоятельно. Нам осталось провязать 12 столбиков без накида до конца ряда. Вяжем самостоятельно. С 34 по 40 ряд вяжем по 72 столбика в каждом ряду. 7 рядов провязываем без изменений самостоятельно. 41 ряд вяжем 27 столбиков без накида, затем 3 убавки, 30 столбиков, 3 убавки и в конце ряда 3 столбика. Должно получиться 66 столбиков. Провязываем первые 27 столбиков самостоятельно. Я провязала 27 столбиков. Дальше делаем 3 убавки. Первая, вторая,
третья. Теперь провязываем самостоятельно 30 столбиков. Провязали 30 столбиков, делаем 3 убавки, 1 убавка, 2 и 3. Затем провязываем 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Сорок второй и 43 ряд вяжем по 66 столбиков без накида в каждом. Самостоятельно в каждую петлю провязываем по 1 столбику без накида. 44 ряд вяжем 2 столбика сначала, затем делаем убавку, затем самостоятельно провязываем 18 столбиков без накида. Дальше делаем убавку, провязываем 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5. Делаем убавку, снова вяжем 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5. Делаем убавку, дальше вяжем самостоятельно 18 столбиков, делаем убавку, провязываем 3 столбика, 1, 2, 3. Делаем убавку и провязываем до конца ряда еще 3 столбика без накида. 1, 2, 3. У нас с вами получилось 60 столбиков без накида по кругу. Следующий ряд 45 вяжем без изменения, то есть провязываем эти 60 столбиков без накида самостоятельно. 46 ряд вяжем 8 столбиков и убавку 6 раз. Должно получиться по кругу 54 столбика без накида. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Затем убавку вяжем. Так, повторяем эту комбинацию до конца ряда самостоятельно. 47 ряд вяжем 7 столбиков и убавку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Затем убавка. Продолжаем вязать до конца ряда самостоятельно. С 48 по 50 ряд вяжем по 48 столбиков в каждом. 3 ряда провязываем самостоятельно, в каждую петлю 1 столбик. 51 ряд вяжем 6 столбиков и убавку 6 раз. Должно получиться по кругу 42 столбика без накида. Провязываем 1, 2,
3, 4, 5, 6. Затем вяжем убавку. Продолжаем вязать самостоятельно. 52 и 53 ряд вяжем по 42 столбика без накида. Провязываем самостоятельно в каждую петлю 1 столбик. 54 ряд вяжем 5 столбиков и убавку 6 раз. Должно получиться по кругу 36 столбиков без накида. Провязываем сначала 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Затем делаем убавку. Продолжаем самостоятельно. Не забываем туловище во время вязания набивать. У меня, к сожалению, вся деталь в кадр не помещается, поэтому вот покажу результат на данном этапе. Сейчас я его набью холофайбером и продолжу вязать ряд до конца. 55 ряд вяжем 5 столбиков и прибавку. Должно получиться 42 столбика по кругу. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую петлю провязываем прибавку. Продолжаем вязание самостоятельно. 56 ряд вяжем 6 столбиков и прибавку 6 раз. Должно получиться 48 столбиков по кругу. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В следующую петлю провязываем прибавку. Продолжаем вязать самостоятельно. 57 ряд вяжем 48 столбиков без накида. Под каждую петлю провязываем 1 столбик самостоятельно. 58 ряд вяжем 14 столбиков и убавку 3 раза. Должно получиться 45 столбиков без накида. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Дальше убавка. Продолжаем вязать до конца ряда самостоятельно. 59 ряд вяжем 13 столбиков и убавку 3 раза. Получается 42 столбика по кругу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Убавка. Продолжаем до конца ряда самостоятельно. 60 ряд вяжем 5 столбиков и убавку 6 раз. Должно получиться 36 столбиков по кругу. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше убавка. Дальше вяжем самостоятельно. 61 и 62 ряд вяжем по 36 столбиков в каждом ряду. 2 ряда провязываем без изменений. Каждую петлю
Только один столбик. Выполняем самостоятельно. 63 ряд. Вяжем 4 столбика и убавку 6 раз. Должно получиться 30 столбиков по кругу. 1, 2, 3, 4. Убавка. Дальше вяжем самостоятельно. В 64 ряду мы будем ввязывать с вами ручки. Из-за этого представляете ручки, которые у вас получились, к туловищу симметрично. И отсчитываете количество петель, сколько вам нужно будет. Потому что плотность вязания у всех разная. Может получиться немножко некрасиво. Для проверки лучше сначала прикрепите детальки, а потом посчитайте, совпадает с моим количеством или нет, или нужно его скорректировать. 64 ряд. Вяжем сначала 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Берем ручку. У нас половина ручки было 7 столбиков. Продеваем крючок под ручку, затем под столбик тела и провязываем столбиком без накида. 1, следующее 2, оставшиеся 5 провязываем самостоятельно. Вот что у меня получилось. Дальше вяжем 9 столбиков самостоятельно и приставляем вторую ручку. Приставляем вторую ручку и аналогично первой за столбики ручки и за столбики тела соединяем их также столбиками. Так, 1, 2, дальше продолжаем самостоятельно. Еще 5 столбиков. Я ввязала вторую ручку. Нам осталось провязать до конца ряда 2 столбика. Провязываем 1, затем второй. 65 ряд. Провязываем 30 столбиков без накида самостоятельно. Каждую петлю по одному столбику. Вяжем 66 ряд, 3 столбика и убавку 6 раз. Должно получиться 24 столбика без накида. 1, 2, 3, убавка. Продолжаем самостоятельно. Я закончила 66 ряд. В конце вяжем соединительный столбик, начало ряда, и закрепляем нить, отрезаем. Вот что у меня получилось. Сейчас я горизонтально вам покажу. Набиваем еще холофайбером, затем пришиваем голову. Выполняем. Игрушка у меня получается не маленькая, поэтому приставляем голову к туловищу и фиксируем на чулочные спицы, и затем начинаем пришивать по кругу.
Голова пришита. Вот что получилось. Теперь приступим к вязанию крыльев. Они у меня двойные. 3 детали я уже связала. Сейчас свяжем 4-ю и обвяжем ее, а затем пришьем к телу. Набираем цепочку из 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. С 4 петли от крючка начинаем вязание столбиков с одним накидом. Так, вяжем 6 столбиков с одним накидом. 1 столбик, в следующую петлю 1 столбик, уже 2 провязали, 3, 4, 5, 6. Затем вяжем 3 соединительных столбика. 1, 2, 3. Делаем петлю подъема, разворачиваем вязание и вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваемся и также начинаем вязать с 4 петли. Это у нас будет сейчас 3-й ряд. Вяжем 3 столбика с одним накидом по цепочке. 1, 2, 3. Затем по самой основе вяжем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. И в конце провязываем 3 соединительных столбика. 1, 2, 3. Четвертый ряд. Делаем петлю подъема, разворачиваемся, вяжем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Набираем 6 воздушных петель. Пятый ряд. С 4 петли по цепочке вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Затем по основе вяжем 6 столбиков
с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В конце провязываем 3 соединительных столбика. 1, 2, 3. Шестой ряд. Делаем петлю подъема, разворачиваем вязание, провязываем 10 столбиков и делаем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Набираем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Седьмой ряд. Также в четвертую петлю, с четвертой петли начинаем вязание столбиков с одним накидом. Провязываем 5 столбиков с одним накидом по цепочке. 1, 2, 3, 4, 5, 7 столбиков с одним накидом по основе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в конце вяжем 3 соединительных столбика. Делаем петлю подъема, разворачиваем вязание. Восьмой ряд. Вяжем 13 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Делаем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Разворачиваемся. Девятый ряд. Вяжем с четвертой петли 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 4 столбика с одним накидом по основе. 1, 2, 3, 4,
Затем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в конце 3 соединительных столбика. 1, 2, 3. Воздушная петля, разворот. 10 ряд, вяжем 15 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Затем набираем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Разворачиваемся. С 4 петли вяжем столбики с одним накидом. По цепочке провязываем 5 столбиков самостоятельно. Затем вяжем по основе 5 столбиков с накидом, с одним. 1, 2, 3, 4, 5. Затем провязываем 10 соединительных столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Делаем петлю подъема, разворачиваем вязание и последний заключительный ряд, 12, провязываем просто 20 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 столбиков вяжем самостоятельно. В конце нить закрепляем и отрезаем. Вот у меня готовы 2 детальки второго крыла. Складываем их вместе. Берем нить основного цвета и смотрим, если правое крыло у нас обвязка шла по часовой стрелке в таком направлении, то это крыло мы разворачиваем соответственно, и идти оно у нас уже будет по длинной части крыла сначала и спускаться вниз. Так, вводим крючок за петли двух крылышков, вытягиваем нашу основную нить красного цвета, закрепляем ее и начинаем обвязывать крыло столбиками без накида.
так. Под каждую петлю вяжем 1 столбик. Продолжаем. Все ниточки, которые у нас сейчас есть, потом прячем вот так вот в детали. На углах вяжем 2 столбика без накида. В закруглениях вяжем по 3 столбика вот здесь вот в верхушках. И дальше, как обычно, уже по 1 столбику выполняем самостоятельно. Я обвязала второе крылышко. Вот что у меня получилось. Приставляем к телу их и пришиваем. Кто-то, возможно, захочет пришить крылья вот так. Но мне кажется, если так пришью, что дракон начнет напоминать чем-то ангела. Поэтому я крылышки немного разверну. Вот и пришью их вот так, под углом. Между крыльями оставьте расстояние небольшое, потому что мы еще будем пришивать шипы. Он просто у вас может не уместиться. Я наметила крылья, точнее место для крыльев, закрепила булавками. Когда я их пришью, будет смотреться вот так вот. Из этого пришиваем. Я пришила одно крыло. Возможно, у некоторых будут вопросы, почему там крыло болтается, а у меня оно стоит. Вот второе крыло не пришитое. Берем эту ниточку и по верхним петлям продеваем иголкой, приходим вот сюда, в верхнюю точку основания. Выполняем самостоятельно. Надеюсь, всем видно будет. Правда, мне будет немножко неудобно. Так, берете через верхние петли эту ниточку, ведете к основанию, сильно не затягиваете, чтобы у вас не стягивалось. Сначала снизу вверх, сверху вниз. Мы дошли до исходной точки. Дальше захватываем петли тела. Так, одну булавку я уже сейчас уберу. Верхнюю. Продеваем сюда в самый угол иголку. Втаскиваем ее. Затем прикрепляемся к телу. Так, крыло мое улетело. Сейчас. Затем подхватываем снова петли крыла. И петли тела. Вяжем так по прямой до конца. Я довязала крылышко, дошила крылышко по прямой
до конца. Теперь вот этот вот первый клинышек тоже прикрепляем к телу. Затем закрепляем нить и прячем ее уже внутри тела. На этом работа с крыльями закончена. Вот они у меня, в принципе, стоят, как я хотела. Все откладываем пока в сторону.